Привет, друзья! Я хочу вам показать и рассказать об Одессе. В одном видео, конечно, невозможно, но я постараюсь в нескольких видео показать то, какой становится Одесса. Та Одесса, которую мы знаем, к сожалению, на мой взгляд, исчезает. Первое видео, которое я вам покажу, будет об Аркадии. Я покажу Аркадию, район Аркадии, Французский бульвар, набережную, но главное, конечно, Аркадия. Аркадия — это район, который совершенно не похож на ту Одессу, которую, например, мы здесь видим. Это центр города. Его я более детально покажу уже в другом видео. Она вообще, наверное, ни на что не похожа. И судите сами, это реально выглядит очень круто, просто бомбически, или это просто жесть какая-то. Итак, начинаем. Ребятки, прежде чем начнем, еще одну секундочку вашего внимания. Хотел порекомендовать канал Белое Злато. Девчонки просто потрясающе поют. Просто приятно их слушать, мне очень нравится, и я вам тоже рекомендую. Ну, в общем, короче, не пожалеете, просто послушайте. Я уверен, что вам тоже понравится, как и мне. Ну, а сейчас начинаем. Вот так вот у нас выглядит Аркадия. Сплошные гигантские дома. Вот просто чудовищно огромные. Их строят очень близко друг к другу. Такое чувство, вот стоит два дома, и между ними такой маленький-маленький пятачок. Что этот пятачок означает? Правильно, это означает, что в этом пятачке нужно влепить еще одно здание. Выглядят, с одной стороны, они просто величественно и потрясающе. Такие блестящие, очень красивые, просто невероятные. Но нужно понимать, что вот между ними нету ничего. Здесь нету садиков, здесь нету школ. Здесь нету поликлиник, здесь нету даже площадок, нету каких-то зеленых насаждений, нету дворов, есть только бетон. А между бетоном, или точнее говоря, между домами есть бетон. Нету даже ощущения, что ты находишься возле моря. Кстати, именно вот так Аркадия выглядела до застройки. Это 2004 год. Сейчас, конечно, вид совершенно другой, и от прежней зелени не осталось даже следа. Ну и давайте посмотрим, что же думают жители города о том, как стала выглядеть Аркадия. Итак, смотрим. Это одесские здания. 2019 год. Остановим беспредел. Мамы с детьми блокируют скандальную стройку в Аркадии. Видимо, не остановили. Так, читаем дальше. Аркадия из элитного курорта превратилась в спальный жилмассив. Ну, замечательно, наверное. Дальше опять проблемы строительства, то есть строительство хаотичное, никакого генплана нету, просто делается, ну, вот просто хочется, поэтому строится. Другого ответа нет. Дальше, транспортный коллапс. Действительно, там просто на Гагаринском плате это что-то с чем-то. Не проехать, не пройти, просто какой-то, ну, какой-то кошмар, если честно. И, наверное, дальше будет только хуже. Хуже будет по одной простой причине, что строительство этого района продолжается. То есть он не застроился, он продолжает достраиваться. Как я и сказал, вот стоит два дома, уже практически притык друг к другу. И между ними строится еще один дом, просто вот на том пятачке, который остался между этими двумя домами. То есть скоро они уже, ну, наверное, это будет один такой гигантский дом. По сути дела, можно будет руку друг другу, жителям этих домов подавать. То есть высунулся такой с балкона, протянул руку и пожал руку соседу с противоположного дома. По-моему, очень весело. Так, ну давайте полюбуемся еще окрестностями. То есть очень много этих гигантских домов. Если честно, я вообще не представляю, сколько здесь живет людей. Но мне кажется, здесь почти никто не живет. Квартиры многие раскуплены. Но живут ли в них, я не знаю. Вот как это все выглядит на фотографии. То есть такие человечники. Человейники. Человечники или человейники, как правильно. Вот такое вот оно все. Это Аркадия. Вот как она выглядит. Все бетон и гигантские дома. Каменные джунгли. В прямом и переносном смысле слова просто каменные джунгли. Но вообще когда-то на этом месте были санатории. Лучшие санатории. Это Дружба, Россия, Украина и ряд оздоровительных комплексов, которые начали уничтожаться в 2000-х годах. Ну вот так вот они уже выглядели где-то в 2004 году. Все заброшенное. Вот такие беседочки были. Очень много зелени было. Я думаю, что люди отдыхали, люди гуляли, люди лечились.
Был там даже красивый старинный дореволюционный особняк, это дача Докса. Вот так она выглядела в советское время. К сожалению, ее уничтожили во имя вот этих 25-этажных этажей. Вот так вот уже это выглядело место, когда здание было уничтожено. Так, ну а мы немножко съезжаем с Гагаринского плато, и сейчас я хочу показать территорию вокруг. Это Французский бульвар. Давайте тоже по нему проедем и посмотрим, как это все выглядит. Это все, еще раз для тех, кто не знает, это все рядышком. Вот уже отсюда мы начнем. Тут тоже такие очень дорогие дома стоят. Я даже, если честно, не представляю, сколько здесь стоят квартиры. Не уверен, что здесь... Да, скажем так, везде здесь живут люди. Рядышком стоит вот такое вот здание. Оно, скажем так, ну не в самом лучшем виде. По сути дела, вот в этом вся Одесса сейчас. Есть богатые, дорогие, красивые новые дома, в которых не всегда кто-то живет. И есть старинные одесские здания, находящиеся в не самом лучшем состоянии. Вот это вот такая вот реальность. Кстати, еще один интересный момент касательно названия. Почему оно называется Гагаринская плата? Это вовсе происходит не от фамилии первого советского космонавта, а от первых местных крупных землевладельцев, русских князей Гагариных. Ну а вот название улицы Французский бульвар, по которому мы едем, был назван в 1902 году в честь визита российского императора Николая II во Францию. И еще один момент, о котором я должен сказать. Вот вся вот эта огромная хаотичная застройка, по сути дела, идет на склоне. И тем самым создает просто чудовищную, многотысячную нагрузку на склон. И, конечно же, у меня тут возникает вопрос. А те, кто вот делает такую бесшабашную, назовем прямо бесшабашную, бессмысленную, беспощадную такую застройку, они вообще рассчитывали, сможет ли данный склон выдержать такую чудовищную нагрузку? Надеюсь, что да, вот правда, просто надеюсь, что да, потому что в 2017 году, еще в 2017 году Труханов говорил, что оползни – это главная опасность для Одессы. Поэтому такие вопросы, естественно, возникают. Эта ситуация напрямую касается Аркадии, так как дальше в той же статье мы читаем: от Аркадии до 10-й станции фонтана чрезвычайно интенсивно застраивается, и огромные высотные здания создают многотысячную нагрузку на склон. И вот теперь, естественно, возникает вопрос: с 2017 года что-либо делалось в этом направлении? То есть были какие-либо укрепления склонов? Или на это просто забили? Надеюсь, что это делали. В общем, вопросов больше, чем ответов. А мы постепенно движемся дальше по Французскому бульвару к тому месту, откуда мы начали, к Аркадии. Друзья, мы снова на Аркадии сейчас, и я хочу показать, как выглядит сейчас аллея Аркадия, как она выглядела и как она могла бы выглядеть. Думаю, вам будет интересно. Итак, вот на старом фото можно увидеть, как выглядел ход на аллее Аркадии. Арочка, саму аллею с пальмами, много зелени. Зелени практически не осталось, вот вход на нее. И видны торговые помещения, вот сама аллея с торговым помещением, то есть деревьев осталось достаточно немного, и все место было отдано под торгово-развлекательное помещение. Это бары, рестораны и магазины. А это проект одесских архитекторов студии Descartes Studio, который они выпустили в 2016 году. Мне кажется, такой вариант Аркадии смотрелся бы гораздо лучше, чем в том нынешнем виде, в котором она есть. Ну и давайте я вам расскажу, стоит ли туда поехать и что вас ожидает там, если вы туда приедете.
Потому что все блогеры просто в один голос говорят: дорого-богато, просто невероятно круто, и стоит туда поехать, и это что-то с чем-то. Но оно-то, конечно, все так. Но вы должны понимать, ради чего вы туда хотите поехать. Если вы хотите поехать туда просто чтобы потусить, то, наверное, стоит поехать, потому что это просто такое тусовочное место. Если же вы хотите спокойного отдыха, семейного отдыха, то, возможно, не стоит. Ну, может быть, только на день и только днем, но точно не вечером. Если же потусить, то да, вот тут вот Ибица, тут просто миллион ночных клубов, баров, ресторанов. Ну, к слову сказать, рестораны так себе, если честно, в центре города получше, поэтому выбирайте сами. Вот если бы, чтобы потусить, в ночной клуб пойти, то да, если с семьей, то смотрите на усмотрение. Ну и касательно пляжа. Пляж здесь с одной стороны в 2 шагах, но нужно понимать тоже такой простой момент. На пляж вас пустят, на ту же самую Ибицу с Аркадией, без проблем. Потому что никто не может ограничивать доступ человека к воде. То есть без проблем вас пустят. Но на входе вас обшмонают, и даже маленькой бутылочки воды вам не разрешат с собой иметь. То есть вам придется все покупать, а цены просто невероятные. За маленькую бутылочку воды вы отдадите так, ну нехило денег. Не говоря уже о чем-то еще. Поэтому это тоже нужно понимать, что на пляж вы попадете без проблем, но на ту же самую воду вам придется хорошенько так потратиться. В общем, друзья, вроде бы все вам рассказал, все показал. Предлагаю дальше просто прокатиться и посмотреть, как все выглядит вокруг, как выглядит обустройство прибрежной территории. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Если понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И будет еще много интересных, я надеюсь, что полезных видео. До скорых встреч. Пока.